Всем привет, меня зовут Оксана, и в сегодняшнем видео я буду шить простынь на резинке на детскую кровать. Так как кровать регулируется у меня по росту ребенка, то мне необходимо сшить простынь размером 170 на 80 сантиметров. Что мне для этого необходимо? Ткань. У меня отрез ткани размером 2,5 метра на 1,60 м. Ткань я уже заранее подготовила, обрезала кромку и прогладила ее горячим утюгом, для того, чтобы ткань в процессе стирки не давала большой усадки. Резинка, ширина у меня 2 сантиметра, ножницы, иголки, сантиметр нитки и, конечно же, швейная машина. Для того, чтобы сшить простынь, мне необходимо сделать небольшой расчет. Для этого я уже померила высоту матраса, она у меня составляет 9 сантиметров. Я буду ко всем сторонам нашей простыни добавлять плюс 9 сантиметров, это высота матраса, плюс 15 сантиметров уйдет под матрас и плюс 8 сантиметров я буду добавлять на кулиску, куда буду вдевать резинку. Итого у меня получается 32 сантиметра. Мне необходимо ко всем сторонам нашей простыни добавить по 32 сантиметра. Теперь я сложу ткань вдвое и во всех углах вырежу квадраты размером 32 на 32 сантиметра. Также оставлю припуски небольшие по 1 сантиметру. Я уже вырезала квадраты размером 32 на 32 сантиметра. Складываю ткань лицом к лицу и прокладываю строчку. Затем выворачиваю ткань на изнаночную сторону и прокладываю еще одну строчку. Итак, у нас останется наш срез ткани внутри, и его не будет видно. Теперь мне необходимо сделать так со всех 4 сторон. Сначала складываю ткань лицом к лицу и прокладываю строчку. Затем выворачиваю наизнанку и прокладываю еще одну строчку для того, чтобы наш срез ткани остался внутри. Так у меня получилось со всех 4 сторон. Теперь мне необходимо сделать подгиб внизу, куда я буду вдевать резинку. Кулиску я буду делать шириной где-то 3 сантиметра. Предварительно я проглажу подгиб внизу, для того, чтобы удобнее мне было прокладывать строчку, и она была ровной и красивой. Также можно заколоть подгиб иголками. Мне также необходимо оставить пару сантиметров, куда я буду вдевать резинку. Вот так я уже подшила наш подгиб внизу, и теперь буду вдевать резинку. Резинка мне необходима размером где-то 2,5 метра. В 2 раза меньше окружности нашей простыни. Также можно сделать резинку чуть короче, на 10-20 сантиметров, для того, чтобы простынь была более плотно одета на матрас. И вот такая получилась у меня простынь. Теперь я могу одеть ее на матрас. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Ставьте палец вверх. Не забудьте подписаться, если вы еще не подписались. А я с вами прощаюсь. Всем пока!